Немецкий океанский лайнер СС Hamburg. Он принадлежал компании Hamburg America Line и построен компанией Blohm & Voss в Германии. Был спущен в 1925 году. В первый рейс в Нью-Йорк отправился в 1926 году. Предполагалось использовать его для регулярных перевозок. В 1929 году лайнер был модернизирован и оснащен паровыми турбинами. Была улучшена планировка палуб и увеличена пассажировместимость. Из-за последствий всемирного экономического кризиса лайнер стал неконкурентоспособным на трансокеанских линиях и стал использоваться как круизный. В первый круиз отплыл 31 января 1931 года, совершив 70-дневное плавание из Нью-Йорка по Средиземному морю и обратно. С 1937 года он использовался для 4-дневных круизов к Бермудским островам. С 1938 года использование лайнера в Америке стало затруднительным из-за протестов общественности после аншлюса Австрии. Во время Второй мировой войны в 1940 году лайнер стал военно-морским жилым кораблем Кригсмарине и служил в составе 7-й флотилии подводных лодок в Киле. Далее Hamburg был переведен в состав 6-й флотилии подводных лодок в Данциге. С июня 1943 года Hamburg был переведен в Готенхафен и передан в состав 8-й флотилии подводных лодок. 7 марта 1945 года во время эвакуации немцев с Восточного фронта подорвался на мине и затонул на глубине 18 метров в 3 милях от порта Засниц. Количество погибших никогда не подвергалось оценке. Лайнер был поднят Советским Союзом. Под названием Юрий Долгорукий его предполагалось использовать как пассажирский лайнер. В 1955 году было решено перестроить лайнер в китобойную базу. В 1959 году Совет министров РСФСР принял решение о создании в Калининграде антарктической китобойной флотилии Юрий Долгорукий. Береговая контора АКФ была создана 1 апреля 1960 года. В среднем за один рейс добывалось от 1400 до 2000 китов. Поскольку с 1965 года промысловый сезон был ограничен периодом с 1 декабря по 1 марта, и плановые задания были несколько снижены. Всего за 15 рейсов было добыто 42 тысячи животных. Из-за истощения китовых стад в 1975 году было решено прекратить деятельность АКФ, а базу списать на слом. Разделка Юрия Долгорукова завершилась в 1977 году.